Привет, я Ира и добро пожаловать в логово интроверта. Сегодня я хочу поговорить о марках, на которых изображены фрагменты картин. Таких марок достаточно много, но начать я хочу с серии, которая была выпущена на Мадагаскаре в 1988 году. И первая марка из этой серии, и на ней мы видим парусник 12 апостолов из картины Ивана Айвазовского «Черноморский флот Феодосии». Эта картина была написана в 1890 году. Сам же Айвазовский не раз выходил в рейсы с моряками Черноморского флота и на полотне запечатлел события из своей жизни, когда эскадра Черноморского флота во главе с кораблем 12 апостолов, капитаном которого был адмирал Корнилов, пришла поздравить автора с десятилетием творческой деятельности. Кстати, интересно, что Айвазовский, который практически всю свою жизнь прожил на берегу моря, никогда не писал с натуры. Художник говорил, что невозможно передать глубину моря, находясь на его берегу. Вторая марка, и на ней мы видим волнующееся море с парусными судами. Так называется картина голландского художника Симона де Влегера. Де Влегер был одним из первых маринистов голландской школы. Картина эта была написана в 1640-х годах, а хранится в коллекции Эрмитажа с 1914 года. Если на нее внимательно посмотреть, то мы можем увидеть подпись художника в очень довольно интересном месте. Справа на полотне плывет бревно, на котором и расписался художник. Третьей маркой на ней парусник «Лесное». Корабль, в строительстве которого принимал участие Петр I. Этот корабль был самым большим в Балтийском флоте, самой большой осадкой 6,5 метров, что и сыграло потом с кораблем злую шутку. Первые серьезные повреждения парусник получил, напоровшись на собственный якорь, стоя на рейде на мелководье. Тогда корабль отремонтировали, и он прослужил еще практически 20 лет. Но после 20 лет от той трагической случайности произошла другая случайность. Опять же, стоя на рейде во время шторма, ему волнами пробило борт. Тогда корабль уже решили не восстанавливать и приняли решение судно разобрать. Ну и на предпоследней марке этой серии первый российский военный корабль «Парусник Орел». Это фрагмент картины Владимира Голицына, которая была написана в 1940 году. А сам же парусник «Орел» был спущен на воду в 1668 на верфи на реке Обь, которая была построена годом ранее. Необходимость в таких военных кораблях возникла в Российской империи после заключения договора с Персией. Это был торговый договор, исходя из которого наши военные корабли должны были сопровождать персидские, пока не шли до Каспия. Проблема была только в одном. У России не было на тот момент военных кораблей. Ну и последняя марка из этой серии, и на ней бой на реке Эй. И то, как это увидел художник Адам Сила. Вот так вот, ой, сейчас, как? Вот так вот выглядит эта марка. Адам Сила, кстати, не понаслышке знал весь морской уклад, потому что сам был моряком. Он несколько лет был капитаном корабля, а до этого занимался кораблестроительством. Но искусство в результате победило. На этой картине, кстати, изображены реальные события, когда в составе Великого посольства Петр I прибыл в Амстердам 1 сентября 1697 года, устроили смотр флота и показательный бой на реке Эй, который и запечатлел автор на своем полотне. Ну и на сегодня это все. С вами была я, Ира.
Спасибо за внимание и еще увидимся в влогове интроверта.